осталось проверить его на охоте. Привет, друзья! Вы снова на канале Spector Optic. Высокие технологии для охоты. Мы с вами находимся на полигоне, и в руках у меня новинка от Pardo. Это Ocelot 640 на 50 линзе с дальномером. Интересный прибор. Технические характеристики видите на экране. Сейчас мы его пристреляем и попробуем настроить автобаллистику. Мне очень понравился он на тесте, полевой тест, который я провел, поэтому я решил оставить его себе. Ставлю его как минимум на арку, а дальше будет видно, на каком оружии он у меня будет использоваться. Поэтому сейчас мы зацепимся на 50 метров для начала, пристреляем, обнулим его на 150 метров, и дальше у меня два гонга, 250 и 400 метров. Ну что, посмотрим. Друзья, для того, чтобы не пропустить новые обзоры и интересные фильмы про охоту, подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях, всегда буду рад ответить. Также у нас есть телеграм-канал для охотников, перейти в него вы можете ниже по ссылке в описании. Там мы делимся успехами наших охот, обсуждаем охоты и оборудование. Не пуха! Мои любимые кронштейны Inamount Zero. Zero позволяет использовать на любом оружии без никаких регулировок. Усилие зажатия отрегулировано на заводе, принцип динамометрического ключа. Поэтому при перестановке на любую планку Picatinny, в данном случае Picatinny, эти системы есть и для блейзера, и для любых решений. Вот, сработал храповик, все. Никаких регулировок, максимально просто, надежно и удобно. Крайне рекомендую. Пробный выстрел, чтобы зацепиться на полтинник. Попадание, край листа. К сожалению, нету записи меню. То есть, когда я включаю кнопку REC, я не могу зайти в меню. Поэтому я не могу вам показать, что здесь происходит. Очень много настроек. Настройка изображения, контраст. Яркость дисплея регулируется гибко от 0 до 10. Это очень удобно. Так, проходим настройки баллистического калькулятора. Так, они нам пока не нужны. Настройки сеток. Профиль А. Как только я начинаю двигать по X и Y, у меня режим фриз включается. Это, в принципе, удобно. Навел в точку прицеливания и начинаю регулировать X, Y. Так, есть. Пробуем еще один выстрел. Есть в грелку. Один клик вправо можно сделать. Давайте потренируюсь. Управлять меню. Теперь я предлагаю переходим на 150 метров. Так, ну давайте посмотрим, сработает ли автозапись выстрела. Да, запись работает. И он пишет 12 секунд до выстрела. Куда попал? Вижу, куда попал. Высота. Так, я сейчас, скажем, стрелял не основным своим патроном. Основных патронов осталось мало. Нынче дефицит с покупкой экспансивных. Поэтому пока я для предварительной пристрелки использую Барнаул и спешку, а основной свой патрон сейчас еще пристреляем.
Так, итого нам надо вывести влево около 10 сантиметров влево и пару сантиметров вверх. Так, еще один выстрел. Так, все, в грелку, но чуть-чуть высоковато в грелке. То есть, как будто пристрелка не на 150, а чуть дальше. Ну, окей, сейчас мы переходим на охотничий патрон. Так, в грелке сделаем несколько выстрелов. Ну, скажем так, разброс великоват, но качество патрона оставляет желать лучшего. Разброс великоват. Разброс на 150 метров. Около 4,5 сантиметра по 3 патронам. И летит чуть-чуть левее. Чуть-чуть левее, скажем так, СТП от центра где-то 1,5 сантиметра влево. Ну, не критично, но один клик можно сделать. Я боюсь, чтобы одного клика было немного. Я предлагаю сейчас настроим баллистику и стрельнем на 250, а там будет видно. Большой разброс скоростей у патрона. Так, сейчас проверим. Настройка баллистики. Без приложения, прямо в прицеле делается. Итого, профиль пристрелки проверяем, профиль А. Дальше скорость. Ставлю 840. Вес пули в граммах. Так, вес пули в граммах. 60 грейн, это 3,89. Баллистический коэффициент пули. Hornet Zevumag 60 грейн. G1 0,265 они нам обещают. Ну, я поставлю 0,26. Высота над уровнем моря 150 метров. Температура 10 градусов ставим. Высота установки прицела. Итого 50, где-то 80 миллиметров. Дистанция пристрелки 150 метров. Итого есть. Так, гонг виден хорошо. И вот, как видите, косяк в том, что в пипе нету баллистики. Надо еще порыться в настройках. Но если так, то это косяк. Буду работать с ними, с производителем, для того, чтобы они это исправили. Конечно, баллистическая сетка должна быть и в пипе. Она в целом в пипе урезанная получается. Это не дело. Так, я не могу зайти в настройки, пока работает запись. Запись выключаю. Выключаю, захожу в настройки. Картинка в картинке. Выключаем. Производим замер. 250, он 250. Гонка виден хорошо. Ну что, пробуем стрелять по гонку на 250 баллистикой. Слышу попадание. Попадание почти по центру гонга. Еще разочек выстрелим. Слышу попадание. Попадание тоже. Все, СТП по центру. Идеально. Идеально. Единственное, сейчас это, скажем, не входит в рамку нашей пристрелки. Давайте все-таки попробуем
как себя ведет Барнаул СПшка на этой дистанции, на этом же профиле пристрелки. Не меняя. У него, конечно, другая баллистика, но тем не менее. Попробуем сделать выстрел. Так, запоминаю попадание. И стреляем еще раз. Чуть-чуть выше летит, но в лесу попал бы. Ага, мимо. Мимо. Вылетел из габарита, интересно. Отключу запись на прицеле. Хочу посмотреть, что наверняка срабатывает автозапись по выстрелу. Она включена. Проверяем. Звук попадания слышен. В центр. Интересно. Все-таки Барнаул, конечно, нестабильный. Нестабильный. Еще разочек. Ну, интересно, где же был второй выстрел. Эти три довольно кучно для Барнаула. Чуть-чуть выше, чем нужно, летят. Чуть-чуть выше, чем пристрелка VMAX, чем Hornady, но в целом в габарите. И если брать по поправке, надо запоминать поправку по сетке. Вот тут уже могу включить запись. Так, давайте сейчас вам покажу. Хочу попытаться запомнить сетку. Итак, дальномер 250 метров. Видите, можно сказать, третья рисочка, 250 метров. Теперь дальномер включаем, цепляемся щит на 200 метров. Первая рисочка. Есть. Принцип работы дальномера очень удобный. Нажал, вот он работает в режиме скана. Смотрите, перевел. Вот за бугор цепляется. Снова 250. Еще раз нажал кнопку. Все, он остановил замер и отработала баллистика. А теперь давайте попробую стрельнуть выносом ради интереса. Будет тот же результат или нет. Останавливаю запись. Запись для того, чтобы войти в меню и включить картинку в картинке. Включил. Так, картинка в картинке. Пип не соответствует. И она в целом не F1. Это тоже минус. Этого в меню я не видел, чтобы менялось. Так, ребята, с этим обязательно поработаем с производителем. В пипе нету F1. Поэтому картинку в картинке я выключаю. Мне нужна первая фокальная плоскость. Выхожу. Короче, стрельба выносом не получится. Интересно. Интересно, но неприятно, если честно. С этим будем работать. Так, сразу записываю вопросы для инженеров. Напоминаю, мы являемся прямыми дистрибьюторами, поэтому у нас прямой контакт с разработчиками есть. И, доверяя моему опыту, они прислушиваются. Итак, парт доработки. Сразу пишем. F1. Баллистика в пип. Есть. Ребята, напоминаю, F1 это первая фокальная плоскость. Это когда у вас размер прицельной сетки не меняется на цели независимо от кратности, то есть от масштаба. То есть, по-другому сформулируя, увеличивая кратность, приближая объект, размер сетки у вас на экране увеличивается. Но при этом геометрические размеры, допустим, мила,
остаются прежними относительно сетки. То есть если гонг занимал там, пространство, допустим, между двумя соседними рисками, он так и будет на любой кратности занимать. По остальному пока все хорошо. Так, попробуем, как работает баллистика на 400 метров. Так, показываю, как мы делаем замер. Приближаем кратность. Цепляемся за гонг, четко отрабатывает. 403 метра. Если сюда 398, выше 409. Да, все отлично. Я знаю четко расстояние до гонга. 403. Ну, 404 метра. 403 он показывает. Так, отработал. Сейчас выстрелю, но давайте я на автозаписи вам лучше покажу, потому что хочу заодно потестировать все-таки, как срабатывает RAV, Recoil Activate Video. Есть попадание? Отлично, почти в центр гонга. Моща. Работает баллистика Парда. Не слышал попадания. Попадания не слышал, но это могло и вынести за габарит. Все-таки патрон нестабильный, разбег скоростей большой. Есть попадание? Да, чуть ближе к краю подтягивает. Так, интересно, пристрелка была левее, а тут у нас уходит правее. Я при этом ветра не вижу. По крайней мере, там я не вижу. Но я вижу ветер на 250 метров. Он виден, а тут флаг на 400. Флаг зацепился. Все, понял. Но вертикаль почти класс. Дайте я стрельну, но стрельну чуть-чуть с выносом. Еще один выстрел. Но сделаю небольшой вынос. Есть попадание. Ну, сдвоил первое. Это почти в центр, скажем так. 3 сантиметра от центра гонга на 400 метров. Нет никаких вопросов. Давайте так. Может быть, мне сейчас повезет. В теории баллистика настроена под данные Hornady, и это работает. Но Барнаул на 250 метров летит выше. Но баллистика у него явно хуже, чем у VMAX. Соответственно, это его превышение на 250, на 400 может быть уже скорректировано худшим БК. Пускай у него и лучше скорость. И, возможно, мне повезет, и у меня на этих дистанциях все можно стрелять любым патроном. Давайте проверим. Сейчас я стрельну, ничего не меняя. Стрельну этим же патроном, тоже с небольшим выносом. Попадание по центру гонга. Мимо. Я бы сказал, что баллистика работает отлично. До 400 метров на 223-м. Все класс. Мне повезло, я могу стрелять и Hornady, и Барнаулом, не меняя профиль. Единственное, конечно, и тот патрон, и оба патрона нестабильны, но Барнаул более нестабильный, большой разлет. Ненадежно. Ну и энергетика на 400 уже будет, конечно, слабовато. Это так, баловство, но на всякий случай. Друзья, для того, чтобы не пропустить новые обзоры и интересные фильмы про охоту, подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях, всегда буду рад ответить. Также у нас есть телеграм-канал для охотников, перейти в него вы можете ниже по ссылке в описании. Там мы делимся успехами наших охот, обсуждаем охоты и оборудование. Не пуха. Так, друзья,
Есть хорошие новости. Прицел себя показал отлично. Баллистика работает прекрасно. Картинка замечательная. Хорошо виден гонг на 400. Уверенно поражается. Ложка дегтя. Есть нюансы с прицельной сеткой. Во-первых, в пипе баллистика не отображается. Во-вторых, прицельная сетка не F1, не в первой фокальной плоскости. Но хорошо то, что мы прямые дистрибьюторы Pardo. Есть непосредственный контакт с разработчиками, доверяя моему опыту. Они прислушиваются и в ближайшее время исправят, я уверен, это. То есть прошивкой мы это дело исправим, откорректируем. Нюансы с баллистической сеткой. Осталось проверить его на охоте. Дальномер работает неплохо, баллистика отрабатывает хорошо, картинка хорошая. Recoil Activate Video, запись по выстрелу тоже работает, что не может не радовать. Для меня это очень важно. Ну что, поедем на охоту.